Итак, всем привет, гости и подписчики канала Неорган Гейм Шоу. CSI Место преступления. Вторая серия и, соответственно, второе дело. Прошлое дело мы прошли. Конец был, скажем так, немножко смазанным. Но я надеюсь, что дальше в процессе прохождения все станет на свои места. Ссылку на прошлую серию оставлю в правом верхнем углу в описании. Не забывайте о подписке на канал, также поставить лайк или дизлайк, чтобы показать, мне понравилась вам серия или не понравилась. Колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и комментарии, как здесь, так и в группе ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании под роликом. Ну что ж, поехали. Эпизод 2. Подтасовка улик. Тут, я так понимаю, дело будет происходить на стройке. Значит, это совершенно новая гостиница. Должно было открыть двери весной 2009 года. Они явно не успели в срок. Да им явно этого никогда не сделать. Сначала городской совет, потом защитники окружающей среды, теперь санитарное управление. Укрывает из-за неисправной канализации. Здесь ничто не будет сделано, пока трубы не прочистят. Класс, а хоть что-то не задерживало стройку? Покойник. Лол. Неплохо. Рабочий со стройки позвонил, пока еще с него не сняли показания. Приятно вас видеть. Думал, что придется пройти это самому. Ну что ж, время работать. Так, сразу, наверное, опросим. Мы из криминальной лаборатории, как ваше имя? Маркус Кунчай, я бригадир слесарей. Думаю, я уже привык быть бригадиром слесарей на этой работе. Так, вы обнаружили тело. Да, все верно. Я прибыл утром, чтобы провести последнюю проверку, и увидел это, и не мог поверить. Сразу позвонил 911. Вы узнаете жертву? Нет, я не приближался к телу, чтобы разглядеть его лицо. Я не смог заставить себя подойти туда. Это было просто слишком ужасно. Зачем вам проводить последнюю проверку? Санитарное управление закрыло нас из-за пары неисправных канализационных труб, а строительная компания обвинила меня. Итак, вчера они решили меня уволить, и, как я и говорил, я пришел этим утром, чтобы проверить остатки оборудования. Окей. Спасибо за помощь, мистер Кунчай, будем на связи. Я не надеюсь, но, знаете, удачи во всем. Так. Ну, парнишка нам что мог, то рассказал. Что у нас здесь? Строительные леса. В принципе, тут пока, наверное, подцепиться-то и не к чему, да? Тут мне показалось. Ну, пойдем осмотрим тело. Надо будет взглянуть на него поближе в морге. Но откуда оно тогда? Так, как же он умер? Похоже, что жертва упала с высоты на гигантский кактус со скоростью достаточной, чтобы сбить пару веток. Похоже на падение с балкона прямо над нами. Упал или сброшен? Это нам и нужно выяснить, и учитывая острое положение, было бы лучше отправить тело на вскрытие. Я позвоню Робинсу. И что, думаю, надо провести больше времени в обыске места преступления. Очевидно, тело обнаружил строительный рабочий. Вы хотите поговорить с ним, пока я осмотрю окружающую территорию? Я уже поговорил с ним. Наверное, мне кажется. Окей. Появилась локация. Балкон. Переходим.
We should try to figure out how the body ended up on top of that cactus. То есть он не дает мне перейти на другую локацию? Простите, какого черта? Подожди. Оп, что-то есть. Угу. Отлично. We don't need a cast of Отливка не this. нужна. Сразу фото. Partial shoe Частичный impression. отпечаток обуви. Looks as though Похоже, someone кто-то approached the приближался body, к then телу, tried а to потом cover their попытался tracks. скрыть следы. Да, вот еще один след вижу. Почему не дает взять кровь на ДНК-тест? Тоже, кстати, очень интересный вопрос. Хотя, по идее, должно бы было. Большинство окон заперты, кроме одного, прямо над жертвой. То есть, разумеется, я сейчас могу туда перелезть. Я позабочусь, чтобы тело доставили Робинсу. Да, да. Так, тем временем мы забрались на балкон. Сильвер Сьерра довольно большой подрядчик в Лас-Вегасе. Похоже, боссом компании является Захария Линч. Офис заперт. Угу. А вот тут нужно взять мазочек. Шо, дурак? Немного странно, вам не кажется? Если это кровь нашей жертвы, почему он истекал кровью до того, как упал с балкона? Так, но при этом мы получили еще и кровь. Угу. Кабель на 220 вольт, но я не вижу выхода для него наверху. Угу. Вижу. Есть. Так. Угу. Есть отпечаточек. Отпечатки пальцев подрядчиков обычно на рабочих. Не успеваю читать ебучий текст. Ну да ладно. К нашему другу Робинсону. Что он нам скажет? Итак. Доктор, у вас есть причина смерти неизвестного? Серьезная внутренняя травма. Его грудная клетка раздавлена, оба легких пробиты, селезенка и правая почка разорваны. Неплохо. У него внутреннее кровотечение. Верно. Время смерти. Судя по синюшности и окоченению, полагаю, 10-12 часов назад. Что говорит о времени смерти между 9 и 11 часов вечера? Так. Могу ли я получить отпечатки жертвы? Разумеется, вот они. Отлично. Нужен образец крови для сравнения. Есть образец крови. Нужно получить одежду жертвы. Все уже собрано. Забираем одежду. Что это такое? Посмертные записки всегда фальшивые, или я перечитал много шпионских романов? Она для удобства распечатана и заботливо сложена, чтобы мы ее нашли. Есть на ней что-нибудь еще? Так, что за следы на шее? Две совершенно разные отметины. Большая отметина проходит прямо под подбородком вокруг всей шеи, поднимается под углом 65 градусов. Вторая меньшая отметина тоже огибает шею, но практически прямо. Вы легко можете узнать эти два разных следа. Будет легко сравнить отдельные следы, если вы сможете его найти. Дайте сделать снимок. Сфотографируйте каждую из отметин.
И вторая. Ну, я так понимаю, все. Так, жертва совершила самоубийство, но одна отметина определенно свидетельствует о попытке самоубийства. Два уникальных следа затрудняют дело, не исключая возможности того, что жертва пыталась покончить с жизнью. Его внутренние повреждения, которые привели в результате к смерти, вызваны падением со значительной высоты. Однако из моего исследования трудно выяснить, спрыгнула ли жертва добровольно или при помощи со стороны. Ну, на кактус он знатно приземлился. Итак, смерть наступила при подозрительных обстоятельствах. Значит, что при отсутствии доказательств обратного я вынужден считать его смерть убийством. Спасибо. Вот сейчас, я так понимаю, мы собрали уже побольше. Давай сразу же сравним отпечатки. Так, образец отпечатков жертвы. Марк Энсин. Что ж, мы подтвердили личность жертвы. Нет. 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 Да. Есть совпадение. Отпечатки жертвы соответствуют отпечаткам на кабеле. Аудио-видео у нас нет. Так. Так. Образец жертвы и образец крови с перил. Тем временем смотрим. Есть. Есть. Тоже есть. Первая желтая. Угу. Вот они. Да, это его. 100%. Совпадение. Кровь жертвы на перилах балкона. Это кажется странным, если бы он был один и прыгнул по своей воле. Значит, не по своей. Правильно? Правильно. Реактивы. Есть по реактивам, что нет? По реактивам ничего нет. Так, микроскоп. Ставим вот этот. Есть. Силовой кабель оставил на шее жертвы большую из двух отметин. Что? Окей. Нет, здесь как улики тоже ничего нет. Аудио-видео. Там нет аудио-видео. Окей. Что здесь? Марк Энсин. Смерть наступила между 21:00 и 23:00. Травмы привели к смерти, причиненные падением с большой высоты. Две отдельные метки. Ни одна не является причиной смерти. Текст посмертной записки: «Я не могу, моя работа — это моя жизнь, и она закончена. Может все исправиться, когда я мертв, простите за все». Балкон, с которого упало тело, наверное, основное место преступления. Обыщите его. Хорошо. Кстати, в досье у нас по подозреваемым появился еще кое-кто. Маркус Кунчай исследовал тело, заявляет, что тело слишком сильно его напугало, говорит, что его уволили вчера, он выполнял последнюю проверку. Захария Линч является исполнительным директором компании Silver Sierra. Переходим на балкон. Офис заперт. Очень плохо виден здесь, в принципе, балкон. Здесь кровь, отсюда мы ее собрали. Ага, не все мы отсюда собрали, я понял. Здесь нечего взять. Я так не думаю. Если эти отпечатки пальцев на балконных перилах принадлежат жертве, то это скорее самоубийство. Когда закончим здесь, то можем отправиться в офис коронера или в лабораторию. Брас оградит нас. Так.
А, по-моему, мы здесь, в принципе-то и закончили. Давай вниз. Есть к нему какие-то вопросы? Да, мне понадобятся ваши отпечатки, но я ничего не делал. Ваши отпечатки помогут это доказать. Хорошо. Отпечатки получили. Могу ли я снять вашу обувь? Зачем вам это нужно? Чтобы исключить To вас exclude из you as a suspect, подозреваемых. Mr. Konchak. Конечно. Получили обувь. Хорошо. Переходим обратно в лабораторию. Так, сразу по отпечаткам. Спирил. Маркус Кунчай. Пол мужской. Вес 185 фунтов. История. Лицензия подрядчика с штата Невада. Продлено. Текущее место работы. Компания Silver Sierra. Но его вроде как These records aren't exactly up to the minute, but they уволили. confirm Marcus Да, Kunchai Маркус was был employed at работником. LaVentura. Нет. 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 Тоже нет. То есть они не совпадают, правильно? Да, они не совпадают. Нет совпадений. Ну, по сути, то же самое сейчас делаю, да. Просто выбрал по-другому. Да, они не совпадают. Так, проверить посмертную записку. Это джинсы. Ага, вот, вижу. Не показалось. No fingerprints here. Тут нет отпечатков. Есть тут отпечаток, я же говорил. Частичный отпечаток пальца. Надеюсь, Hopefully этого it's enough to достаточно, start чтобы getting us дать нам some ответы. answers. Так, ну пока я недалеко отошел от компьютера для проверки отпечатков. Подожди, а по базе он у меня не пройдет? Да ладно. Захария Линч. Пол мужской, 175 фунтов. Серые волосы, но у него больше к лысым. История. Вождение в нетрезвом виде оправдан. Лицензия подрядчика штата Невада продлено. Место работы Президент Silver Sierra. Ох ты, Ого. отпечаток пальца на The предсмертной fingerprint on записке the принадлежит suicide note Захарии belongs to Линчу. Какой Zachary босс. Lynch. Даже помогает What a сотрудникам boss, huh? писать посмертные He even записки. helps his employees with their suicide notes. Неплохо. У агента Хатсби есть информация, которую может с нами поделиться. Это касается самоубийства Марка Энсина. Я не знаю, куда зашло ваше расследование, но Марк Энсин ни в коем случае не стал бы себя убивать. Чего вы считаете? I Так, think you may be getting a вы little bit можете ahead of несколько the опережать evidence, улики. Agent Huntby. Послушайте, я почти добился того, что он стал информатором. Энсин был доведен до крайности, так что был жутко испуган. Боялся настолько, что лишил себя жизни? Вовсе нет. Что вы надеялись узнать, или вам не разрешается это обсуждать? Слушайте, без протокола Энсин был на грани обнаружения доказательств об откатах и взяточничестве касательно строительства казино Ла Вентура. Он должен был стать моими глазами и ушами в компании Silver Sierra. Он работал там правой рукой Захарии в течение 5 лет. Линч президент компании, а до этого он был юристом Беатрис Салазар. Еще в Майами 10 лет назад, но мы подозреваем, что они поддерживают отношения. Через Энсина можно было добраться до Салазар. С вашей помощью, надеюсь, так и будет. Удачи. А вот она и связь между первым эпизодом и вторым, который идет сейчас. То есть одна и та же Беатрис Салазар связана с, скажем так, не слишком законными делами.
Также напоминаю, первая серия по подсказке вверху. Если не посмотрели, обязательно посмотрите. Так будете в курсе, что вообще в принципе здесь происходит. Спасибо. Доступен ордер. Довольно быстро. Так, нам нужен ордер на обыск кабинета Захарии Линча. На каком основании? Линч касался посмертной записки, к чему еще он причастен, почему бы вам не проверить его кабинет и не выяснить все. Спасибо, Джим, поговорим позже. Соответственно, значит, переходим. А вот он, здравствуйте, здравствуйте. Смотрите-ка, Захария Линч. Хотите сначала поговорить с ним или обыскать его кабинет? Думаю, сначала поговорим. Правильно. Заходим. Хотя, может быть, сначала лучше и обыскать. Угу. Кровь на клавиатуре. Такое ощущение, как будто кто-то печатал головой. Заранее, скажем так, заблаговременно пробитой головой. Так, кровь мы сняли. Если даже файлы были удалены, мы сможем их восстановить. Проверьте, на этом ли компьютере была создана посмертная записка и когда именно. Принтер. Там, кстати, кабель какой-то на полу. Ну он не дает вниз заглянуть. Ну что ж, окей. Чертежи. Куча документации, я так понимаю, не особо нужной. Угу. Тут тоже ничего не вижу. Не вижу. Так. Что у нас здесь? Коробки, мотки. Ну, то есть, в принципе, как бы и ничего. Ну что ж, давай поговорим. Мистер Линч, мы из лаборатории Лас-Вегаса. У нас есть ордер на обыск вашего офиса. Ну, конечно, но вы тратите время попусту. У Марка было полно личных проблем. Я думаю, вы зря пользуетесь его самоубийством, чтобы докучать мне. Да. Нам нужен отпечаток вашей обуви. Все, что угодно, чтобы это закончить. Спасибо. Можете объяснить кровь на клавиатуре? Кровь на клавиатуре может быть марка. Почему ваш отпечаток был на посмертной записке? Я говорил с Марком по телефону вчера вечером, у него был ужасный голос, я сказал, что ему нужно немножко править мозги. Мы планировали встречу этим утром, чтобы обсудить детали временного отпуска, но когда я пришел сюда, нашел его записку и прочитал ее. Потом я положил ее туда же в карман. Круто. Почему вы не позвонили в полицию сразу, обнаружив тело? Надо было, я знаю, но Ла Вентура страдала от задержки к задержке, и мне потребовалось время, чтобы определить, что делать дальше. Как я мог объяснить своим инвесторам, что наш ведущий специалист мертв, что он лишился жизни? Понимаете, о чем я говорю? Это не вселяет большой уверенности в способность моей компании завершить этот очень дорогой проект. Что вы сделали, обнаружив тело и прочитав записку? Я пошел домой, налил себе выпить, подождал. Думаю, ждал такого разговора с такими, как вы. Спасибо, это все. Не покидайте город. То есть под подписочку о невыезде, скажем так, у нас молодой оформлен. Так, ну что ж, возвращаемся в лабораторию, дабы долго не тянуть время. Сейчас я на всякий случай посмотрю, что тут еще в принципе у нас есть. Это снимок. Кровь с клавиатуры. Окей. Переходим в лабу. Так, у нас там был компьютер, правильно? Правильно. Значит, соответственно, компьютерный анализ, улика, ПК со стройки. Поиск.
Итак, последний документ этого компьютера — посмертная записка, но она создана почти через 8 часов после смерти Энсона. Больше он тут ничего не найдет, как я понял, да? Да. Итак. Что дальше? Дальше сообщение. Давай посмотрим на реактивы. Кровь с клавиатуры. Поиск. Так. Ну, пойдем. Давай. А что я там мог не посмотреть? А сейчас, в принципе, и увидим. С компа взяли. Здесь что за бумаги, непонятно. Стол тоже. Ага, вижу. Вижу. Опачки. Хороший отпечаточек. Угу. Поэтому перемещаемся. Идем смотреть отпечаток сразу же. Давай отпечатки с перил. И вот эти. А, так не это. Оно так немножко не работает, я понял. Это уже пробовали. Тоже убрать. Первым поставить вот этот. Да. Есть. Один в базе. Нет. 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 Есть. Что это у нас? Отпечатки пальцев Захари Линча в крови на клавиатуре компьютера — это доказательство вины. Угу. Сообщение. Все найденные вами в офисе у Линча улики ничего не скажут вам до их обработки. Да. Давай попробуем. Образец крови жертвы и кровь с клавиатуры компьютера. Раз. Первая зелененькая. Вот оно. Слушай, а что-то совпадает. Все-таки что-то, но совпадает. Да, это его. Это его. 100%. Я вот, да. Кровь на клавиатуре принадлежит Марку Энсону, то есть нашему потерпевшему. Доступен ордер. Эл Авентура. Нет, это не мое. Кто мог воспользоваться компьютером? Мы с Марком пользовались компьютером. Я купил эту чертову штуковину, но Марк тоже все время сидел здесь. По сути, это был его компьютер. Возвращаемся к Брасу. Берем ордер. Отпечаток в крови жертвы, это годится, я возьму его. Вот, первый раз не то выбрал.
Мы нашли ваши отпечатки пальцев в крови на клавиатуре в вашем офисе. И что же, я уже сказал вам, что нашел Марка и взял его посмертную записку, там повсюду была кровь. А потом вы сказали нам, что покинули стройку. Вы не упоминали о своем возвращении в офис. Вы серьезно? Слушайте, я не веду запись всех своих передвижений, так что да, я вернулся в офис. И я подошел к компьютеру, чтобы проверить, что оставил Марк. Потом вернулся домой. Вы написали посмертную записку. Как вы можете спрашивать об этом? Нет, я не писал посмертную записку Марка. Получается, что посмертная записка Марка Энсина была напечатана на вашем компьютере после смерти. Можете это объяснить? Господи, все не так, как выглядит. Правда? Похоже, что вы проделали большую работу, чтобы представить все как самоубийство. Я не убивал Марка, я всего лишь подставил виновного. И что же это означает? Марк убил себя сам, он спрыгнул с балкона, и я не думаю, что тут есть какие-то вопросы. Но в тот случай, если бы возникли вопросы, я не хотел бы, чтобы вы, ребята, вынюхивали все вокруг моей собственности. Бог знает, сколько времени. Я разместил посмертную записку, надеясь, что вы закроете дело, решив, что все ясно. Это одна из самых дурацких, услышанных мной историй, господин Линч. Вы не только признаете препятствия следствию, но и не подтверждаете свое алиби. Душим. Вовсе нет. Я не поднимал руки на Марка. У вас есть алиби? Хотите знать мое алиби? Почему бы вам не спросить агента Хантби? Ах, да, я его знаю. Конечно, мы не имели удовольствия быть официально представлены, но, скажем так, у нас есть общие друзья. И некоторые из них висят у меня на хвосте последние 6 месяцев. Может, у них будут для вас фотографии или записи, видео. Я понимаю, что они такое любят, они на этом помешаны. По-вашему, никто не хотел навредить Энсину? Никто, кого я могу так навскидку припомнить. Но Марк начал отпугивать от себя людей, он начал действовать как псих, маньяк. Я имею в виду, в ночь его смерти он вызвал какого-то субподрядчика и нанял его без моего одобрения, чтобы полностью ободрать фойе, а потом высадить там растения кактусового сада. Ну кто, черт возьми, станет сажать чертов сад после работы, я не знаю. Но может этот парень знает что-то о случившемся с Марком. Погодите, вы говорите нам, что этого кактуса там быть не должно? Может, нам стоит поближе взглянуть на этот сад? Мы, конечно, можем сидеть здесь, вы будете продолжать обменять меня и запугивать, но мне правда больше нечего сказать вам. Послушайте, агент Ханби, я не против того, чтобы вы с федералами участвовали в расследовании, но если у вас есть информация, нужно делиться ей немедленно. Я ценю ваши отношения, Джим, но мне все равно, что вы там цените. Я хочу знать, зачем нам терять время на допрос подозреваемого, если вы уже знаете, что у него есть алиби. Я пытаюсь сказать, что это не моя прихоть, есть протоколы разделения информации. ФБР следит за Линчем. Да, но я не руковожу этой отдельной операцией. Где был Линч вчера вечером? Согласно отчетам, Линч вернулся домой с обеда в 3 часа утра. В доме не наблюдалось никаких передвижений до следующего утра. Можем прочитать отчет. Нет, истина в том, что я не могу подтвердить местоположение Захари Линча в момент убийства Энсина. Почему нет? Этим утром Линч, вероятно, ускользнул от нашей группы наблюдения. Итак, вы пытаетесь сказать, что не доверяете своим людям? Да, именно это я и пытаюсь вам сказать, Джим. И не для протокола, конечно, а для протокола говорю вам идти к черту. Спасибо за помощь. Похоже, мы не можем быть уверены, что был ли Линч дома или нет. Возможно. Так. Что-нибудь новое? Ничего нового. Блять, замечательно. Просто шикарно. Сказали поближе взглянуть на кактус. Пойдем поближе взглянем на кактус. Так, молодой, тебе есть что мне сказать? Тебе нет что мне сказать. Каска. Каски у нас еще не было. Каска могла принадлежать жертве, но как она здесь оказалась? Кстати, да, ее здесь не было. Я могу со 100% уверенностью это сказать, потому что я осматривал здесь все по нескольку раз.
Пошли смотреть кактусы. Вот. Я же говорю, тут что-то есть. Место изучено. Вернемся в лабораторию и выясним, что это за растение. Отлично. Проверьте это. Я немного покопался насчет этой Гриндели и нашел статьи, относящиеся к строительству казино Лавентура. Похоже, группа защитников окружающей среды Примиваль выиграла временный запрет на строительство Лавентура. Кроме того, был дополнительный отчет экологов о естественной природе, которая подверглась опасности, по словам Примиваль. Но похоже, что суд отклонил этот запрет. Ага, первая зацепочка. Судя по ее запаху, я могу догадаться, что это, и если это какое-то особенное удобрение, тогда, возможно, мы можем связать ее с определенным производителем или распространителем. Так, это все? Или нихуя? Походу дела это все. Коричневое вещество. А если это вещество, то сюда. Да. Коричневое вещество с растения с места преступления. Нет. Тоже нет. Тоже нет. Да хорош. А, первая совпала, вторая совпала. Это нет. Вот это да. Это тоже нет. Тоже нет. Ага. А, все. Это синтетическое удобрение высокого сорта. Оно довольно редкое, так что Брассу придется связаться с изготовителем и получить список тех, кому они продавали свою продукцию. Заглянем к нему. Пойдем. Нам нужен список покупателей. Юристы Обреры были очень сговорчивы, и, к счастью для нас, это удобрение приобрел только один покупатель в нашем районе. Около 6 месяцев назад. Приют «Зеленые растения». Оказывается, приют принадлежит человеку по имени Тодд Стюарт. Тодд Стюарт? Мы не можем этого доказать, но подозреваемый связан с группой Примиваль. Мы думаем, что он экотеррорист. Ляска, ноги на стол закинул. Тодд Стюарт, мы хотели бы задать вам вопросы. Я немного сбит с толку, у меня что, какие-то проблемы? Ваше имя всплыло во время расследования убийства. Убийство? Кто был убит? В бригаде стройки Лавентура, его звали Марк Энсен. Можем ли мы сделать снимок вашей обуви? Обувь? Зачем? Есть проблема, господин Стюарт? Проблема в том, что вы нарушаете мои права, но знаете что, просто закончим со всем этим. Забирайте всю эту туфлю, если хотите. Спасибо. Можем ли мы взять ваш образец ДНК? Вы ведь шутите, правда? Не нужно... Нам не нужно проливать вашу кровь, просто взять мазок изо рта. А зачем? Мы бы хотели исключить вас из подозреваемых. Вы еще те типы, ну да ладно, забирайте. Вы покупали удобрения? Вы это знаете, поэтому я и здесь, не так ли? У кого-то еще есть доступ? Да, на меня работает несколько человек. Вы когда-нибудь бывали в собственности Лавентура? Вы бывали там? Нет, я никогда не бывал на Лавентура. Я понял. Строить сад, может быть, растения поливать. Ну, короче, кто нанимал? Нет, никто. Я бы никогда не принял такую работу, даже если бы мне ее предложили.
Почему вы не стали работать? Их деньги Their вам не money no good for подходят? you? Нам правда нужно еще одно казино в Лас-Вегасе? А по этой причине нам правда нужен еще один закрытый поселок или шоссе? Когда это остановится? Теперь перейдем к розовым соплям, но я считаю себя активным защитником окружающей среды. Я не могу просто так смотреть, как то, что мы делаем, это буквально уничтожаем планету. Это же наша мать-Земля, мы обязаны делать все ради ее сохранения. Так, вы знаете группу защиты окружающей среды Primeval? Да, я знаком с ними, и я уже знаю, каким будет ваш следующий вопрос. Вы член Primeval, господин Стюарт? Нет, не их член, но я буду с вами честен, я верю в их дело. Этот идущий на всех парах поезд так называемого прогресса нужно сбросить с рельсов, иначе планета погибнет. Если для защиты планеты нужно партизанское садоводство, то будет так. Это совпадает с традиционной практикой гражданского неповиновения. Вы можете не быть их членом, но похоже, что вы могли пожертвовать им пару долларов. Я часто хотел бы, держу пари, вы хотели бы, чтобы так и было, потому что тогда бы вы могли арестовать меня за их финансирование. Но печальная истина в том, что мне не хватает храбрости, я просто садовник. Садовник, значит, да? Вы когда-нибудь бывали в собственности Лавентура? Подожди, этот вопрос уже был. Никогда не бывал там. Но мне сейчас нечего им показать. Вы знаете Марка Энсина? Нет. Знаете человека по имени Захария Линч? Нет, сэр. Знаете кого-то, кто работает в Лавентура? Не то чтобы знаю, нет, простите. Вы закончили. Не буду пока этот вопрос задавать. Знаете, я не против помочь вам, но не обращайтесь со мной как с преступником. Ну, если обувь нужна. Спасибо, что показали подошву, Тодд. Переходим в лабу. Макросравнение. Отпечаток обуви, найденный на месте преступления, совпадает с отпечатком обуви Стюарта. Ага. Прикольно. Ну, теперь-то ты не отвертишься, чувак. Не был на Лавентура, да, отпечаток. Это ваш отпечаток ноги в Лавентура посредине сада, именно там, где мы обнаружили тело Марка Энсина. Я никого не убивал. Тодд, пора говорить на чистоту. Марк Энсин поймал вас за вандализмом с поличным, правильно? Вы начали с ним бороться и убили его. То, что я сделал, это посадил сад. Я должен был восстановить растения на их месте. Природа была подавлена этим чудовищем зданием. Я вернул ее туда, где и самое место. Вот все, что я сделал. Понятия не имею, что случилось с Марком, когда я его оставил. Он был жив. Хорошо, похоже, что вы знали жертву. Вы знали Марка Энсина? Ну, друзьями мы не были. Я подошел к нему, представился и воззвал к его чувству долга перед планетой. Я спросил его, понимает ли он, какие разрушения здания Лавентура наносит природе долине Лас-Вегаса, настоящий геноцид зеленых насаждений. Это было 6 месяцев назад, он меня прогнал. Но на прошлой неделе он вызвал меня. Он пригласил вас разнести его фойе. Видите, вы пытаетесь поддержать ложь. Это было не его фойе, он был служащим, оно ему не принадлежало. Он был просто винтиком машины, машины потребительско-капиталистического корпоративного комплекса, и Марк все же понял, нашел Бога, полное превращение. Блять, ебаные сектанты. В самом деле, вы еще расскажете, что Марк начал подписывать договор. Эта операция ничего не имеет с Primeval. Это была моя инициатива, и Марк стал моим величайшим союзником. Когда вы в последний раз видели Марка живым?
Я закончил посадку сада около 9 вечера, но перед уходом появился еще один рабочий стройки. Я думаю, это был бригадир слесарей. Они начали обсуждать санитарное управление, которое тормозит строительство. А потом они начали спорить. Я слышал, как они упомянули парня по имени Линч, словно он был их боссом. Но они по-настоящему дрались за деньги, какие-то наличные в сейфе. Очевидно, там была куча наличных. Слесарь подумал, что может присвоить их. Я думаю, Марк так не думал. Это был слесарь по имени Маркус Кунчай. Мак выкрикивал Маркус, это Маркус 100. Так, где этот сейф? Судя из их спора, он находится прямо в управлении под ковром. Что? Нет. Я никому не причинял вреда. Это пока не доказано, а то, что не доказано, не ебет, что сказано. Все окей. Сейчас мы отправимся, попробуем проверить вашу историю, Тодд, но мы намерены представить вам обвинение в нанесении ущерба, разрушении, загрязнении частной собственности. Я понимаю, вы делаете то, что должны, я готов ответить за последствия и отвечу перед высшими инстанциями. Мы сможем найти Маркуса Кунчаева в офисе, попробуем... Посмотрим, что он нам скажет. Нам нужно вернуться в офис Линча, проверить, действительно ли там спрятан сейф с наличными. О да, капитан Джек в поисках закопанного клада. Бля, в натуре, слушай, сейфик. Дай-ка поглянем. Это интересно, не думаю, что это волокно из ковра. Интересно, чей это ноутбук. Да, и бабки тоже забери, хули нет. Ну, сколько бы тут денег не было, похоже, было довольно много. Да, определенно, да. А, вижу, изучено. Идем в офис Маркуса. Хотя, опять же, а что ему сейчас предъявить? Господин Кунчай, мы бы хотели задать вам пару вопросов, если вы не против. Может, немного осмотреться у вас в офисе. Я возражаю, у вас есть ордер на обыск? Вот сучара. Можем, если есть необходимость. Как вы можете? Я ничего не сделал. Вы не можете просто так бродить и вынюхивать. Тут я знаю свои права. Блять, когда первый раз мы с тобой встретились, ты не был настолько буйным. Послушайте, может, сделать двумя способами. Оставьте меня, я скажу, что мы будем общаться только в установленном Конституцией порядке. Как насчет этого? Возвращайтесь с ордером или не возвращайтесь вообще. Вот, сука, мышь, блять. Лаба. Так, сразу же проверить ноут. Да. Идет поиск. Не идет поиск. Вот сейчас идет поиск. Здесь есть два интересных файла. Похоже на книгу учетов взяток, созданную Энсином, подписана Захарией Линчем. Но это будет трудно доказать. Погодите, Маркус Кунчай нам солгал. Он сказал нам, что выполнял последнюю проверку, когда нашел тело Энсина, но согласно этой ведомости, Кунчай был уволен неделю назад. Хорошо, может, тот стюард расскажет нам правду? Если Кунчай собирался забрать наличные с потайного сейфа как выходное пособие, возможно, он просто не принял ответ «нет». Доступен ордер. What evidence do you have? Хорошая работа, вот ваш ордер. Отлично. Здравствуйте, как было сказано, вот ордер на обыск. Вот что я скажу, вы тратите мое время зря. А, не, чувак. Ты как бы ничего не подумай. Мистер Кунчай, мне нечего сказать. Ты, блядь, мудак? Я тебе хочу вопросики позадавать. Просто, ёпта, вопросики. А ты тут начинаешь мне это... Трос, да? Его определенно можно использовать для удушения. Есть у него отдельный узор.
Это мы посмотрим, есть или нет. Ну, окей. Особо мы тут ничего не достали, но... Блять, это чё, прикол нахуй? Вот про это я забыл, кстати. Угу. То есть все, блять, было настолько просто. Ага. А здесь у нас Nice find. знакомая Look ворсинка. familiar to you? Волокно, кстати, с каким-то с довольно странной структурой, я бы так сказал. Снимок. Да, я уже уверен, что он сейчас совпадет. Потому что я это и так отсюда вижу. Блять, да какого черта? Вот, раз, два. Этот тросик оставил меньшую отметину на горле Марка Энсина, да? Да. Доступен ордер. Подожди. А волокно он не дает просмотреть, да? Да, ну, в принципе, блядь, довольно странно, ну ладно. Ордер на арест кончаем. Похоже, у нас есть наш убийца. Когда вы сказали, вас уволили? Меня уволили вчера. Да сосать. Ну да, технически меня уволили на той неделе. Технически вы ужасный лжец, Маркус. Погодите, Марк не хотел меня увольнять. Линч сказал, что так нужно, знаете, из-за неприятностей с санитарным управлением. Все было очень плохо, но Марк пытался меня защитить и оставить. Маркус, хватит тратить наше время. Я полагаю, что могу нарисовать картину случившегося между вами и Марком. Марк вас вышибает с работы, вы возвращаетесь, чтобы вернуть ее, а может и нет. Но вы определенно вернулись за теми наличными, которые ваш босс держал в этом сейфе. Марк говорит им убираться, но перед этим вы хотите получить эти деньги. Марк затеял эту драку, не так ли? Вы оказались недостаточно сильны, чтобы задушить его, так что вы могли сбросить его с балкона. Лично я думаю, что вам повезло. Вы спятили, этого не было. Ну, кое-что было, но, черт, вы все перемешали у меня в голове, просто дайте мне пару секунд. Ха, нихуя. Никто тебе не даст пару секунд, потому что ты сейчас там выстроишь свою эту цепочку. Нужен ваш образец ДНК. Хорошо, я понимаю. Есть. Дрались из-за денег? Да, мы дрались из-за денег, но я вернулся только чтобы попросить вернуть работу. Я даже оставил все инструменты на стройке. Потому что думал, что Марк разрешит мне немного подхалтурить. Но он сказал нет, правильно? Да, он сказал нет, он сказал, что с него хватит махинаций Лавентуры и Сильвер Сьерра. Он собирался уйти, начать заново. Ну, я и сказал, что возьмем деньги и уйдем. Откуда вы узнали о деньгах, Маркус? Это был самый известный секрет этой собственности. Парни его называли кладом. Я не верю, что вы никогда не арестовали. Я не верю, что вы никогда не арестовали Линчу и компанию при всех их откатах и взятках. Сосредоточимся на вас, Маркус. Вы признаете, что поругались с Марком. Это получило развитие? Нет, развития не было. Марк был прав, деньги в сейфе были кровавыми. Я сказал ему, что мне все равно, но покривил душой. Потом решил от всего отказаться и ушел. Марк был жив, когда я уходил. Хотите рассказать нам, что делали в ночь смерти Марка? Слушайте, я не был с вами полностью откровенен, я был с Марком в ночь его гибели. Узнаете свою работу, Маркус? Это не я. Мы должны задержать вас по меньшей мере до обработки этой улики.
Хорошо, swear, делайте, что I'm innocent. нужно. Угу. Что он нам дал? Только ДНК? Блять, с волокном, кстати, немного странно. Сейчас еще раз проверить. Я все равно сейчас буду проверять ДНК и реактивы, кстати, в том числе. Окей. Можно проверить волокно. Оно совпадает или нет? Оно совпадает. Это во-первых. Вы сравните You're неизвестное matching с an unknown to an неизвестным. unknown, Блять, по which факту, doesn't tell us да. much about Да. either sample. Согласен. Нет. Да. Да. Нет. Да. Что так дохуя? Стой. Нет. Тай-бай. Вот. И вот жирненькая. Несовпадение. Несовпадение вот здесь. Правильно? Да. Сейчас совпадет. Это волокно That промышленных fiber is from an перчаток. Как вы industrial use считаете, glove. может это What do you слесарные think? Maybe перчатки? the kind of glove used by a plumber? Да, это скорее всего слесарные перчатки. Да, и сейчас оно совпадет. Волокно на тросе Fiber on the соответствует drain волокну, snake обнаруженному в matches the сейфе, fiber и we они found in оба the из safe, пары промышленных And they're перчаток. both from a pair of industrial use gloves. Мгм. Что у нас еще осталось? Ну, типа ок. Го обратно. Дожимаем. Можно осмотреть ваши перчатки? Вы думаете, You что я really think убил I Марка, killed не Mark, так ли? don't you? Как правило, Most of the Маркус, time, мы просто Marcus, позволяем We just try уликам to let думать the за evidence нас. do our thinking for us. Забрали перчатки. Опачки. Кровь. Сюда. Тут он тоже следы какие-то, но он не дает их, кстати, это как-то осмотреть. Хотя было бы очень даже неплохо там осмотреть. Вот теперь нужен будет ДНК. Да. Сверяем. И уже пошли совпадения. Да, вот так. Тут зеленая вторая. Вот она. И две последних. Да. Все, появилась галочка. Ну, типа мы удостоверились. Подожди, лаборатория. А чё осталось-то, ёпта? Не то, не туда залез. Чё осталось? Какое отношение имеет жужжание улья? Может, Beatrice что-нибудь Salazar пояснит? is known as the queen Беатрис of the Салазар hive. известна I как don't think королева it's a улья. stretch Думаю, to что think that жужжание hive улья buzz может иметь may be a отношение reference to к the платью, tributes которое Silver Сильвер Sierra was paying to дала either her or one of her одному из captains. капитанов, ну, то есть, скорее всего, Захари. Если информация о Prime Well, но according to согласно this, этому Управлению they've национальной been безопасности flagged by the отметила их как Department of возможную Homeland организацию Security as a экотеррористов. possible eco-terrorist Их organization. статус действия Their партизанское MO is садоводство. something called guerrilla gardening. Нам We нужно should обработать process the полученные evidence we доказательства. found for trace. Но эти не совпадают.
Хотя, сука, должны. Эти отпечатки оставила на перилах жертва. С этим разобрались. Перчатки Маркуса могут быть фрагментом доказательств. Исследуйте их очень внимательно. В этом плане. Я думал, я уже проверил их. Оказывается, что нет. Ну, вон там внутри кровь, блять, но он не дает мне подцепиться туда. О, да, там что-то есть. Открытый трофей. Так а что это было-то? Ткань эпителия. Ёпта, бля. Так, от ткани эпителия у нас тоже идет, по-моему, по ДНК-анализу. Если я не ошибаюсь. Я не ошибаюсь. Но по ходу дела не совпадает. Оно не совпадает. То-да-да. А вот тут уже все понеслось, я понял. Два желтых. Есть где-нибудь желтое и синее? Да, есть. Вот. Два. Это сюда. Не вижу, куда это. Это сюда, это понятно. Немножко неправильно расставил. Самую малость. Вот это сюда. Вот это сюда. А вот это сюда, да. Тот Стюарт. Эпителий внутри перчатки Тодда Стюарта. Значит, тот был последний, кто надевал перчатки Маркуса. That means Todd must have been the last person to wear Marcus's gloves. Доступен ордер. Надо арестовать Тодда Стюарта. Что вы нашли в плане улик? ДНК Стюарта обнаружена в перчатке, которые держали оружие убийства. Можно работать. Знаете, я думаю, что с меня достаточно разговоров. Я пытался сотрудничать как мог, но теперь у меня есть адвокат, я внесу залог и выйду отсюда уже через 5 минут. Нет, через 5 минут вы еще раз позвоните своему адвокату. О чем вы говорите? Я же сказал, когда я ушел, он дрался с этим слесарем. Почему бы вам не поискать его? Я ничего с Марком не делал. Ага. Мы нашли уникальное волокно на оружие убийства Марка Энсина. Оно соответствует волокну в перчатках бригадира слесарей. Вы знаете, что такое эпителий? Это клетки кожи. Смотрите, какой умник. Клетки кожи, которые мы внутри рабочих перчаток слесаря, принадлежат вам. Вы ошибаетесь, я никогда в жизни не видел эти перчатки. Вам нужно проверить их снова, или что вы там делаете с таким мусором в лабораториях? Вы похитили деньги из сейфа, тот. Я ничего не похищал.
волокна. Мы нашли еще одно We волокно recovered ткани, another это strange уже из fiber. сейфа, и оно This совпадает one с from волокнами inside в the рабочих safe, перчатках. and it also matches the fibers in the work И что? gloves. Не прекращайте, Oh, тут give все it up, ясно. Todd. It's over. Марк поймал вас за похищением денег, тот. Почему вы Is that дрались? why you two fought? Is that why you had to Это kill все him? подстава, меня оклеветали. Может, я и пользовался чужими перчатками, работая в саду, но клянусь, я не использовал перчатки для убийства Тодда. Дерево свободно, нужно время от времени поливать кровью патриотов и тиранов. Такова его природа. Что? Excuse В me? этом сейфе было 25 тысяч долларов наличными. Марк сказал, это кровавые деньги, он был прав, но он не понимал, что я могу это искупить, что их можно использовать для дела. Марк отказался меня слышать. Я взял тросик с пояса с инструментами, который лежал на балконе, я действительно думал, что убил его. Я не знаю, что стукнуло мне в голову, и зачем я сделал вид, будто Марк повесился сам. Казалось, хорошая идея, но Марк очнулся. Что я еще мог тогда сделать? Истина в том, что нужна была жертва ради высшего блага. Ну, хотите узнать еще одну неприятную истину, Тодд? Что? Вы арестованы за убийство Марка Энсона. Досконально 94, ум 70, навык 52. Ну и, соответственно, все трофеи. В этот раз расследование получилось быстрее. В какой-то степени, может быть, даже интереснее, чем предыдущее. Предыдущее было как-то слишком затянуто. Может быть, из-за моих затупов, может, нет, не знаю. Но факт остается фактом. Убийца — садовник. Вот, и убийца задержан. Но единственное, что мне непонятно, какая связь нашей королевы Ульи из первого дела с этим вторым делом. Но посмотрим в следующей серии, может быть, нам прольют на это свет. Не забывайте подписываться на канал, также ставить лайк или дизлайк этому видео, чтобы показать, понравился вам эпизод или не понравился. Комментарии как на YouTube, так и в группе ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании. Также у нас теперь есть Бусти, ссылка на которую тоже в описании и есть в группе ВКонтакте. Заходите, там я делюсь своим музыкальным творчеством, ну и в принципе там будут видео, которые по тем или иным причинам нельзя опубликовать на YouTube.